Всем доброго вечера. Хочу вам подарить мгновенную защиту, сильную защиту двух духов. Те, кто родился на Востоке, наверняка не раз слышали такие имена, как Аслан и Гаплан. В русском языке нет этого звука «г». Гаплан, Хаплан, Гаплан. По-разному их называют, но чаще всего звучит так: Аслан и Гаплан. Лев и тигр. Это древнепарфянское слово. Это даже не фарси, это изначальное фарси, наверное, так можно сказать. Один из наречий фарси. Вообще слово аслан, раслан, раслан у многих языков Востока обозначает лев. Гаплан – это на пехлевицком языке, которым говорили парфяне и медийцы. Гаплан означает тигр. И почему-то их приписали друг к другу как братья – лев и тигр. Очень часто на Востоке так называют, скажем, сторожевых собак – аслан, гаплан. И мало кто знает значение этих слов, но знают, что эти слова означают, что это мощные, сильные собаки, поэтому их так назвали. Лев и тигр. В Армении есть две могилы в области Гегар-Куник. Это две скалы. Одна скала напоминает льва, другая – тигра. Считается, что под этими скалами похоронены два брата – Аслан и Гаплан, которые пали смертью храбрых. И очень часто у восточных народностей встречаются особенно имя Аслан, лев, но и Гаплан. Он немного, скажем так, потерялся в веках, но в сказках, в фольклоре он часто фигурирует. Кроме того, что это наименование льва и тигра, считалось, что это два духа-покровителя, как духи-телохранители, духи-помощники. И если их позвать, они приходят на помощь. В армянских сказках очень часто встречаются напоминания об этих духах. Вот царевич слез с коня и позвал Аслан и Гаплан, и они прибежали к нему на помощь. Спросили: что ты хочешь, царевич, почему ты нас потревожил? И вот таких сказок, легенд, сказаний, эпосов очень много. Два духа. Два мощных, сильных духа, древних, которые приходили на помощь. Почему я часто дарю вам ритуалы с упоминанием древних сил, духов? Потому что силы, к которым обращались тысячелетиями, они, естественно, уже наполнены вот этой вот мощью, да, у них уже есть свой эгрегор. И они быстрее приходят на помощь и быстрее нас слышат, чем, скажем так, просто просьба ко Вселенной. Если вот четко, ясно, конкретно называем по имени духа, он приходит на помощь быстрее. Его помощь более эффективна. Перед вами два льва. К сожалению, у меня статуэтка тигра, она осталась в Москве, поэтому я как бы сделала вот такой вот антураж. Два льва, для того, чтобы иметь представление, что это о двух мощных духах идет речь. Итак, дарю вам быструю и сильную защиту. Если у вас опасность, если вы поздно возвращаетесь домой, или вам нужно пройти через парк в темное время суток,
Или вас позвал директор, вам нужно пойти там отчитаться, что-то там не то, решили с вами серьезно поговорить. Если вы боитесь прийти домой, там мужу что-то сказать, хотя нахрен нужен такой муж, которому надо бояться идти с просьбой или с разговором. Я считаю, что муж должен быть другом. Если мужа должны бояться, такого мужа надо гнать в шею. Но в любом случае, если вы еще смелости не набрались гнать в шею, тогда вам надо это читать. Различные бывают в жизни ситуации, когда нужна защита, быстрая защита. Ну или гаишники остановили. Начитывайте сразу же. Вообще от гаишников помогают следующие слова. Родился слепым, стань теперь немым. Помогает очень. Немеет, не знает, что сказать. Это самое, как говорится, путается мысли. Но это так быстро, эффективно. Призыв этих духов. Читайте 2 раза. Постарайтесь прочитать 2 раза. Хотя помогает и 1 раз, но лучше 2 раза. 2 духа и читайте 2 раза. После всего у вас появится внутри такая львиная сила и тигриная отвага. У вас страх исчезнет. А источник всего плохого, да, всех злодеяний, это страх человека. Он от страха своего может творить все, что угодно. Страх исчезнет, спокойствие появится, и будет ощущение, что вас боятся. Нагоняется страх на другого человека, ведь это призывы духов зверей, животных, да, живых существ, это все-таки обращение к тотему, к тотемизму нас ведет, поклонению живым существам, как наших далеких предков. Но не именно предков, покровителей. Предков я не очень согласна. Вы их не видите, и они не видят тигра и льва у вас по обеим сторонам. Но мощь этих духов, это прям этой мощью фонит, понимаете, с ног сшибает. То есть ты идешь, не видно никого рядом с тобой, но тебя боятся, к тебе боятся подходить, что-то их удерживает. Это вот тот самый духовный мир, о котором сказано. Я вам показывала, как дождь останавливается, как ветер утихает. Вы видите физическое проявление магии. А в остальных случаях невидимые проявления магии происходят. То есть дело решается в вашу пользу, хотя этих духов рядом с вами никто не увидел. Но сделали так, как вы хотели. Итак, заговор следующий. Аслан, Гаплан, я вас не вижу, но вы меня видите. Я вас призываю, на помощь придите. Аслан, встань слева от меня. Гаплан, встань справа от меня. Аслан меня от врагов бережет. Гаплан от опасности спасает. Они рыком всех супостатов отгоняют. 2 древних могучих духа, мои телохранители, мои помощники и избавители. Лишь стоит позвать их, Аслан и Гаплан, придите на помощь. И тут же на подмогу идут львиная мощь и тигриная отвага. Истинно так, ключ, замок, язык, заклято. Между прочим, можете прочитать, если, например, одни дома и боитесь. И в этом случае вам помогут. Не нужно их отпускать. Когда опасность миновала, эти силы сами уходят. От них не нужно откупаться. Они приходят, они питаются страхом ваших врагов и эмоциями радости вашей, когда все решается. Когда я не говорю о том, что нужно откупиться от духов, это значит, что духам достаточно прийти и забрать вот определенную энергию, эмоции с тех людей, от которых они вас защищают. Нет нужды от них откупаться в этом случае. Я надеюсь, что поняли, о чем я. Аслан, Гаплан, я вас не вижу, но вы меня видите. Я вас призываю, на помощь придите. Аслан, встань слева от меня. Гаплан, встань справа от меня. Аслан меня от врагов бережет. Гаплан от опасности спасает. Они рыком всех супостатов отгоняют. 2 древних могучих духа, мои телохранители, мои помощники и избавители. Лишь стоит позвать их, Аслан и Гаплан, придите на помощь. И тут же на подмогу идут львиная мощь и тигриная отвага. Истинно так, ключ, замок, язык, заклято.
Ну что ж, возьмите на вооружение и эту работу в том числе. И, естественно, результат вас приятно удивит, как всегда и как обычно. Всем удачи. Желаю вам львиной силы и тигриной отваги.